Полиция прибыла в особняк Халка Хогана утром 24 июля. Первым делом офицеры осмотрели дом и запросили доступ к системе видеонаблюдения. Этот шаг стандартен в ситуациях, когда смерть произошла вне больницы. Особняк Хогана, как и большинство элитной недвижимости, был оборудован охранной системой, включающей камеры в помещениях и на прилегающей территории. Однако никаких записей не было представлено ни в отчетах полиции, ни в медиа. Представители следствия ограничились формулировкой: материалы с камер не подлежат разглашению до завершения расследования. Это вызвало волну вопросов. Позднее источник, близкий к следствию, сообщил журналистам, что система якобы была неактивна из-за технической ошибки. Но эксперты обратили внимание на странность этого объяснения. Подобные комплексы безопасности имеют резервные батареи и отправляют уведомления при сбоях. Почему ни один элемент системы не сработал? Почему резервные копии не сохранились? Или, возможно, они сохранились, но не были раскрыты? Записи могли содержать ключевые моменты. Например, кто последний выходил из комнаты, что происходило в доме ночью. Все это остается за кадром, а значит, недосказанным. Как и то, что вскоре показала экспертиза. После смерти Халка Хогана его тело было направлено в окружной судмедэкспертный центр. Это обычная процедура, особенно при внезапной смерти в частном доме. Однако первая волна вопросов возникла, когда отчет о вскрытии не был опубликован в течение недели. Только спустя почти 2 недели появились первые официальные данные. Согласно заявлению медицинского эксперта округа, причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная хронической аритмией. Также в отчете подтверждено наличие лейкемии, диагноз, ранее не разглашавшийся публично. Однако помимо этого в материалах указывалось, что в организме были обнаружены следы препаратов, не входивших в официально назначенное лечение. Некоторые из этих веществ могли повлиять на давление и сердечный ритм. Что это были за лекарства, не уточнялось. Более того, экспертиза показала повышенный уровень обезвоживания, что также вызывало недоумение. Как мог человек под наблюдением врачей оказаться в таком состоянии? Все эти данные усилили тревогу семьи. Независимые эксперты, привлеченные родственниками, начали собственную проверку. Именно по их настоянию был поднят вопрос о деталях последней ночи жизни Хогана, но первым громко оспорить официальную версию решилась его дочь. Брук Хоган не просто дочь знаменитого рестлера, но и его ближайший человек. Именно она первой выступила с публичным заявлением, в котором выразила недоверие к официальной версии смерти отца. В своем видеообращении Брук подчеркнула, что за день до трагедии отец чувствовал себя хорошо, был в бодром расположении духа и строил планы на будущее. Она отметила, что в их общении не было признаков ухудшения состояния. По ее словам, смерть произошла слишком резко, а сам момент вызвал подозрения. Брук потребовала независимого вскрытия и добилась его через адвокатов. Она также рассказала, что после смерти ей временно ограничили доступ к части помещений в доме, несмотря на ее законные права. Эти действия вызвали недоумение и стали поводом для расследовательских публикаций в СМИ. Некоторые издания начали задаваться вопросом, кто контролирует дом Хогана и почему его ближайшая семья не имеет полного доступа. Параллельно появились сведения, что сам Хоган незадолго до смерти жаловался друзьям на тревожность и ощущение, что что-то идет не так. Его дочь не стала уточнять, что именно он имел в виду, но добавила, что отец планировал усилить меры безопасности. После этих слов стало очевидно, необходимо детальнее изучить обстановку в доме в момент смерти. Когда офицеры вошли в спальню, где находилось тело Халка Хогана, на первый взгляд все выглядело спокойно. Комната была аккуратной, без следов насилия или беспорядка. Смерть была предварительно квалифицирована как естественная. Однако в последующем отчете появилась одна деталь. Эксперты указали, что комната выглядела исключительно упорядоченной. Это не характерно для экстренной ситуации. На тумбочках не было ни стакана воды, ни упаковок с лекарствами, которые Хоган принимал регулярно. Ковер у кровати был свежевычищен, хотя, по словам семьи, это обычно делалось только раз в месяц. Соседи позже рассказали, что в ночь до смерти слышали громкий звук со стороны участка, похожий на хлопок, но не придали этому значения. Еще один странный факт. Один из охранников, находившихся на объекте в ночь перед смертью, исчез на несколько дней и не выходил на связь. Его телефон был отключен, а позже он дал краткие показания, отказавшись от дальнейших комментариев. Эти элементы, отдельные и поодиночке, не критичные, в совокупности породили версию, что смерть могла произойти в других обстоятельствах. Следов насилия не было, но что если место происшествия было приведено в порядок уже после трагедии? В этом случае важно узнать, кто первым поднял тревогу. Звонок в службу 911 поступил в 9:51 утра.
Голос на записи был мужским, спокойным, но напряженным. Он сообщил, что мужчина не дышит и не подает признаков жизни. Через 8 минут на место прибыли медики. Они констатировали остановку сердца и начали реанимацию. Попытки вернуть Хогана к жизни продолжались в машине скорой и в больнице Мортон Плантон, где в 11:17 была официально зафиксирована смерть. Изначально предполагалось, что звонок сделал один из охранников, но позже стало известно, звонившим был временный технический специалист, приглашенный для обслуживания климатической системы. Это имя не фигурировало в списке постоянного персонала. Более того, спустя несколько часов после вызова данные с его телефона были удалены. Установить, по чьей инициативе это произошло, так и не удалось. Почему именно он оказался в нужное время в нужном месте? Что делал в спальне, если по его должности это не входило в обязанности? Ответы на эти вопросы так и не были даны. Появилась версия, что он стал случайным свидетелем или даже участником событий, о которых предпочел молчать. И именно с этого момента начались первые разговоры о наследстве. Сразу после смерти Халка Хогана общественность заинтересовала финансовая сторона его наследия. По данным ряда изданий, к моменту смерти его активы оценивались примерно в $5 миллионов. Основную часть составляли недвижимость, включая особняк на побережье, интеллектуальные права, а также сбережения. Сам дом, где произошла трагедия, оценивался в сумму до 11,5 миллионов, учитывая его расположение и охранную инфраструктуру. Завещание Хогана, поданное в суд, оказалось кратким. Все имущество он оставил одному наследнику, своему сыну Нику. Это вызвало вопросы. Почему дочь Брук не была указана среди получателей имущества? Документ был составлен за 18 месяцев до смерти, и адвокат семьи отметил, что распоряжение отражает личную волю и юридически оформленное решение господина Балеа. Однако Брук ранее в интервью говорила о теплых отношениях с отцом и совместных планах на будущее. Некоторые источники предполагали, что подобное распределение могло быть временным или техническим, оформленным ради упрощения наследственной передачи. Другие задавались вопросом, не был ли Хоган под давлением в момент подписания документа. Что стало ясно, завещание не оспаривалось в суде, и доступ к ключевым активам был сразу передан Нику. Среди них и все скрытые помещения особняка. Особняк, в котором провел свои последние годы Халк Хоган, расположен в элитном районе Клиротера, штат Флорида. Дом представлял собой не просто место жительства, а настоящий охраняемый комплекс. По информации агентств недвижимости, площадь резиденции превышала 10 тысяч квадратных футов, а территория занимала почти 1 АКР. В доме было 6 спален, 8 ванных комнат и множество вспомогательных помещений, включая домашний тренажерный зал, кабинет, студию звукозаписи и архив. Безопасность объекта вызывала уважение. Наружные камеры по периметру, внутренние датчики движения, кодовые замки и бронированные двери на основных входах. Один из сотрудников агентства, участвовавшего в техническом обслуживании, упомянул о подвале, переоборудованном в частное хранилище с ограниченным доступом. По его словам, даже персоналу запрещалось входить туда без личного разрешения хозяина. Эта зона, предположительно, использовалась как личная библиотека и архив. Именно туда полиция не проникла при первоначальном осмотре, ссылаясь на отсутствие ордера. Позднее стало известно, что первым, кто получил доступ к этому помещению после смерти Хогана, стал его сын Ник. Что именно он там нашел, официально неизвестно. Но вскоре заговорили о скрытом сейфе, содержимое которого вызвало еще больше вопросов. После публикации завещания интерес СМИ и следствия сосредоточился на сыне Халка Хогана, Нике. Согласно заявлениям его представителей, в момент смерти отца он находился за пределами Флориды и узнал о трагедии лишь вечером того же дня. Однако позже в сети появились фотографии из его социальных сетей, сделанные за 2 дня до этого, на которых он находился в районе Тампы, менее чем в часе езды от дома отца. Это породило волну обсуждений. Журналисты запросили комментарии, но Ник отказался от интервью. Полиция не представила официальных данных о его передвижениях в день смерти, сославшись на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее, несколько источников указывали, что его телефон был активен недалеко от Клиротера утром 24 июля. Учитывая, что именно он получил доступ ко всем закрытым зонам особняка, включая архив и сейф, ситуация выглядела неоднозначно. Родственники и представители семьи от комментариев воздержались. По словам юристов, Ник действовал в рамках полномочий, переданных ему по завещанию. Однако общественное мнение оказалось разделено. Одни считали его невинным наследником, другие — возможным ключевым свидетелем, который знает больше, чем говорит. Особенно учитывая то, что первым делом он занялся содержимым личного сейфа отца.
находившийся в библиотеке особняка Халка Хогана, стал объектом обсуждений сразу после его вскрытия. По информации местных СМИ, он был встроен в стену и скрыт за фальшивой панелью, доступ к которой имел только сам Хоган. После его смерти первым, кто открыл сейф, стал его сын Ник. Он заявил, что внутри находились документы, фотографии, старые контракты и семейные реликвии. Однако официального описи содержимого не проводилось. Полиция подтвердила, что не изымала из сейфа никаких материалов, а значит, все, что в нем находилось, осталось под контролем семьи. Журналисты и фанаты тут же выдвинули версии, от спрятанных завещаний до компрометирующих записей. Некоторые блогеры утверждали, что в сейфе могли храниться личные дневники Хогана, черновики автобиографии или записи, касающиеся его прошлых конфликтов. Сам Ник от комментариев уклонился. Его адвокат заявил, что вся информация, полученная из сейфа, представляет собой частную собственность и не имеет отношения к расследованию. Это заявление вызвало новую волну подозрений. Ведь если в сейфе действительно не было ничего важного, почему его содержимое не передали следствию? Или там было нечто такое, что лучше навсегда оставить в семье? Ответа на этот вопрос не дал даже следующий участник истории — Федеральное бюро расследований. Подключение Федерального бюро расследований к делу о смерти Халка Хогана вызвало настоящий резонанс. Формально расследование велось местной полицией Клируотера и ничего не указывало на преступление. Тем не менее, спустя несколько дней после трагедии в доме появились представители федеральных служб. Местные журналисты зафиксировали присутствие людей в деловых костюмах, входящих в особняк с папками и оборудованием. Представители полиции отказались комментировать, подтвердив лишь, что взаимодействие с другими структурами является частью стандартной процедуры. ФБР, в свою очередь, не дало ни одного официального заявления. Обычно агентство подключается к расследованиям, связанным с межштатными преступлениями, угрозами известным лицам или случаями, имеющими особый общественный интерес. В этом случае ни одна из таких причин озвучена не была. Один из экспертов, ранее работавший в системе, высказал мнение, что причина может крыться в одном из документов, найденных в доме, который затрагивал юрисдикцию других штатов. Но это лишь предположение. Главное, что волнует общественность. Почему, если все действительно так просто, федеральное ведомство не дало ни одного пояснения? Это молчание стало особенно громким на фоне тех версий, которые начали набирать популярность среди поклонников Хогана и наблюдателей. После смерти Халка Хогана медийное молчание властей породило вакуум, который быстро заполнили поклонники. Онлайн-сообщества, форумы и независимые блогеры начали активно обсуждать, что могло произойти в особняке легендарного рестлера. Некоторые версии были основаны на известных фактах, другие — на домыслах и слухах. Популярной стала теория, что смерть Хогана не была случайной. Указывали на странности: исчезнувшие видеозаписи, противоречивое поведение семьи, нестандартный состав медикаментов в теле, молчание ФБР. Кто-то считал, что к делу причастны финансовые интересы, ведь имущество на миллионы долларов перешло по одному завещанию. Другие предполагали, что в сейфе могли быть компрометирующие материалы, которые кто-то предпочел скрыть. Появлялись и экзотические гипотезы. Например, о давлении со стороны бывших деловых партнеров. Но подтверждений ни одна из них не получила. Однако эти версии показывают важное. Публика не поверила в простую версию естественной смерти. Люди чувствуют, когда история звучит неубедительно. Особенно если речь идет о человеке, который десятилетиями был символом силы, стойкости и открытости. Вопросы множились, а ответов становилось все меньше. Поэтому все внимание переключилось на то, чтобы попытаться понять, что действительно произошло, исходя из проверенных фактов, а не слухов. Когда убрать эмоции, спекуляции и гипотезы, перед нами остается цепочка реальных проверенных фактов. Халк Хоган на протяжении последних лет действительно боролся с тяжелыми заболеваниями. У него была диагностирована хроническая форма лейкемии, а также сердечная аритмия. Эти диагнозы подтверждены результатами вскрытия. В отчете также указано, что причиной смерти стала остановка сердца. Но одновременно эксперты зафиксировали наличие в его организме веществ, не входивших в официальную схему лечения. Их происхождение осталось без объяснения. Дом, где он умер, имел продвинутую систему безопасности, но ни одна запись с камер так и не была представлена. Его личный сейф был вскрыт без участия полиции, и содержимое осталось в распоряжении семьи. Завещание оказалось предельно кратким. Все имущество перешло в руки одного человека — сына. Поведение родственников вызвало разные оценки. Дочь потребовала независимого расследования, сын сохранял молчание. На фоне этих фактов появляется основная версия. Хоган действительно умер по медицинским причинам, но часть обстоятельств была скрыта. Возможно, по просьбе семьи, возможно, чтобы не поднимать внутренние конфликты.
Прямых доказательств насильственной смерти не найдено, но и полной прозрачности не было. Хоган ушел, как и жил, мощно, но с тенью драматизма, который до конца так и не был раскрыт. Смерть Халка Хогана оставила не только вакуум в мире спорта, но и множество нераскрытых слоев, из которых складывается образ последних дней его жизни. В этом деле все выглядит правильно, но слишком аккуратно. Медицинские документы в этом в порядке, версия о сердечной остановке подтверждена, но остаются детали, которые не вписываются в общую картину. Неопубликованные видеозаписи, отсутствие официальной описи содержимого сейфа, быстрое вступление завещания в силу и молчание. Молчание тех, кто мог бы сказать больше. Возможно, так и было задумано. Возможно, семья Хогана действительно хотела сохранить его образ вне медийного шума, уберечь личное от вторжения. Но вместе с этим они оставили и пространство для сомнений. Даже если все было честно и открыто, то отсутствие прозрачности стало самой громкой частью этой истории. Фанаты, наблюдавшие за ним десятилетиями, хотели знать правду. Не ради сенсации, а чтобы попрощаться по-настоящему. Чтобы понять, как ушел человек, ставший символом воли, энергии и несгибаемости. Но вместо финала осталась пауза. Последняя тишина. Именно она звучит громче всего. Возможно, некоторые двери действительно должны оставаться закрытыми. Но иногда за ними не тайна, а просто человек, который хотел уйти по-своему. Халк Хоган сделал именно это. И, может быть, именно так он и хотел, чтобы мы его запомнили. Сильным, загадочным и по-прежнему непобежденным.